Печальная Белладонна. Белладонна, 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 Белладонна.青く透き通るこの肌を明日は愛のため捧げます春の花の下恥じらいに赤く体染め抱かれますベラドンナ美しい女ベラドンナ恋をした女悲しみの足音はまだ聞こえてこないベラドンナベラドンナベラドンナベラドンナДавным-давно в далеких краях добрая, юная, прекрасная девушка и он были связаны узами любви.恋して結ばれた Жан и Жанна. До самых небес воздух наполнялся радостью. И ангелы улыбались, глядя на двух людей, преисполненных счастьем. Двое людей, которым улыбаются ангелы. Лишь двое. Свадьба, свадьба. Но наша история уже началась. Монсеньор, я ваш преданный слуга. Венчание пройдет безотлагательно, как и всегда, согласно древним традициям и обычаям нашего народа. Зять желает возложить на себя все траты, связанные с женитьбой. Отче!
Эти деньги я выручил за корову, проданную в нашем селении. Пожалуйста, примите их. Прошу, доверьте мне дочь свою Жанну. Корову? Это ж как понимать? Это единственная корова. 10. Ты должен дать мне 10 коров. Не может быть. Пожалуйста, помогите мне. Я так беден, я не могу. Помогите, госпожа. Госпожа, достаточно ли благодетельна эта женщина, как то требуется? Ее зовут Жанна. Ей уже давно пора замуж. В ней определенно нет ни капли распутства. Люди верят в ее порядочность и прилежность. Все поселение ею не нахвалится. Любишь ли ты этого мужчину? Да, госпожа. А ты? Да. Слушайте все. После того, как мы вкусим с этого роскошного стола, давайте отведаем самое изысканное лакомство. Давай забудем все, что было. Теперь мы остались одни. Что это за мерцание? В синеве зеркал. Это не слеза.
Это не дыхание. Это тающий привкус чувств. Или же тяжесть женской плоти. Что за плач слышится? Во мраке сумерек. Не ветер ночной, не вороний крик. Это голос надежды. Или же стон женский, полный боли. Не надо так на меня смотреть. Он так устал. Не разбуди его. Кто ты? Откуда? Это ты позвала меня? Я? Воистину я слышал. Дайте мне сил. Спасите меня. Так кричало твое сердце. А еще ты сказала, если только мне можно помочь, я готова отдать все, что угодно. Даже мою душу. Ты дьявол, да? Я? Это ты? Ты вот глупый. Что ты хочешь сделать? Что-то для тебя? Ты? Ты так мал. В этом лишь твоя вина. Моя? Да. Я могу стать большим и еще больше. Стать сильным и еще сильнее. Все в твоих руках. Ты очень смешной, правда? Ты засмеялась, Жанна. Наконец-то ты проявила радость. Верно. Я улыбнулась. Не думала, что снова смогу улыбаться. Знаю. Я был рядом с тобой все это время. Я знаю о тебе все. Как я и сказал, я — это ты? Что тебе нужно? Что ты хочешь сделать? Куда ты?
Жанна, если будешь продолжать так жить, то умрешь. Молиться Богу тоже бессмысленно. Твой муж – муж по праву и чести. Он поддается волнениям души больше, чем другие люди. Но его сердце уже начало остывать. Он болен. Он хоть доживет до следующей зимы. Прекрати. Я не хочу ничего. Ничего. Только спасти этого мужчину. Пожалуйста. Давай поможем ему. Ну-ну, если ты так хочешь. Жанна пряла и продавала пряжу в город. В тот год в деревне был сильный голод. Тем не менее, налоги, которыми облагался народ, оставались столь же велики. Люди, стоя у последней черты, казалось, ничего не могли поделать. И только Жанна трудилась, не покладая рук. На городском рынке пряжа Жанны расходилась по хорошей цене. Никто и не думал торговаться. Огромный налог никто не мог выплатить, только Жанна, муж Жанны, всегда платил исправно. Так среди людей возник слух, что та женщина одержима дьяволом. Жан отдал в казну много денег, собранных у людей, и они не выглядели несчастными. Его назначили собирателем налогов в своей деревне. Бедный фермер Жан отныне стал большим чиновником. Глядя на своего мужа в роскошных одеждах, Жанна чувствовала все ускоряющееся биение сердца. Тем не менее, Жанна заметила перемены в отношении селян. Загадочность этой семейной пары настораживала и отчуждала людей. Разгорается тьма. Разгорается тьма. Жду зова твоего. Разгорается тьма. Адское пламя. Разгорается тьма.
Уходи прочь. Нет. Нет. Что ты хочешь сделать со мной? Погоди, погоди. Это только начало. Да, страдания Жанны только начались. Началась война. Война требовала денег. Победа сулила новые территории. Ты называешь меня господином, но даешь мне так мало людей? Но вы бы могли дать мне больше времени. Слушай, от одной капли мельничное колесо не сдвинется с места. Даю 3 дня. Если не достанешь денег, ты мертвец. Но, монсеньор, у селян нет денег. Чтобы ты не забыл приказ, я оставлю тебе памятку. Сначала я отрежу тебе левую руку. Кажется, ты звала меня? Нет. Я пришел помочь. Ты хочешь силу? Ты бесчувственное отродье. Теперь ты моя. Твое тело и твоя душа — все мое. Нет. Моя душа принадлежит тому мужчине, посвящена Богу и отдана тому мужчине. Красивая, но глупая девушка. Ты еще хочешь спорить со мной? Хочешь позволить мне соединиться с тобой? Пожалуйста, твой муж уже навлек на себя гнев. Тут ты бессильна, верно? В любом случае, ты уже моя. Но я хочу, чтобы ты согласилась добровольно. Отдай мне свое сердце и душу. Если же нет, тот мужчина станет. Мое тело, мое низкое тело, я отдам тебе, чтобы спасти Жанна. Но сокровенную часть моего сердца я никогда не отдам тебе мою душу.
Хорошо. Тогда познай мою волю еще раз. Во время прогулок по улицам Жанна надевала зеленые одежды. Зеленый — цвет правителя мира, так что его называют цветом дьявола. Даже чтобы собрать на налог, люди не станут одалживать деньги у ростовщика. Но и такой ловкач не смог понять причины. Он просто согласился с просьбой Жанны дать ей большую сумму денег в залог. Ростовщики давали в долг, но начинали переговариваться. Эта женщина, наверное, одержима дьяволом. Мужчины все время любили воевать. Охотники, армия, фермерское ополчение — все выступали вместе, оставляя лишь горечь своим женам. Мужчины подолгу не возвращались. Минуло несколько лет. Жанна стала новым человеком, кто давал деньги под процент. Экономика городка и деревни была полностью в ее руках, чем она и пользовалась с большим воодушевлением. Благочестивые придворные дамы, а также простой люд боялись и уважали Жанну и были бы рады повиноваться ей. Ответь мне, кто владеет этой страной? Я? Или эта женщина? Конечно, вы, миледи. Тебя не спрашивала. Миледи, вы так часто сердитесь. Война продлится еще долгое время. Невзирая на ее влияние, даже у кухарки больше перспектив, чем у нее. Замолчи! Вы чертовски близоруки. Ростовщики имели уже большее влияние, чем муж Жанны. Он же каждый день упивался лучшим вином.
Неожиданно воины вернулись с победой. Мужчины вернулись, и женщины вышли к ним навстречу, и радость смешивалась с грустью. Они были далеко не рады видеть Жанну. Все вместе в триумфальном шествии вышли на городскую площадь. Жанна, разумеется, тоже явилась. Невероятная женщина. Монсеньор, пока вас не было, вся страна перевернулась с ног на голову. Что? Та женщина, она одержима дьяволом. Дьявол? Та женщина? Теперь люди боятся, что она может быть сильнее, чем вы. В самом деле? Да? Отправляйся в ад, сатана! Отопри дверь! Спаси меня! Муж! Спаси меня! Ее не убили? Пусть влачит существование в муках своей гнилой души. Для суккубы, которая якшается со злом, это лучше всего. На самом деле, ее следовало бы очистить. Но, раз душа во власти дьявола, он вгрызся в нее и не оставляет возможностей. Как это искоренить? Если собрать вязанки хвороста, поставить ее на них и поднести огонь, то ее душа пройдет путем самоочищения. В бушующем пламени душа держит верх, что является высшим благом. Раз так, даже если тело этой женщины будет мертво, душа ее не умрет никогда. Останки же ее должны быть развеяны по ветру. Что я могу сделать? Эта женщина в тюрьме, монсеньор. Но ключ держите вы. Желаете ли вы, чтобы у нее во власти постоянно было человеческое тело, чтобы его истязать? Тогда та женщина признается вам сама, что сердце ее чисто и покорно. Хорошо. Я согласна. Ну же, приведите мне ее.
что горит огнем. В зале тюремного суда. Не уступка, не признание. Это величавая поза, которую она с трудом пытается держать. И еще это ранимость женщины. Что поджидает? В белизне времен. Не жизнь, не могила. Это мираж, привидевшийся увядшей душе. И еще это красная кровь женщины. Наконец-то ты пришла, несравненная красота. Тебя били и гнали, муж тоже отрекся от тебя. Поздно, слишком поздно. Жанна, ты друг мне с тех пор, как появилась на свет. Словно часть меня, мы предназначены друг для друга.
В глубине твоего сердца сокрыта злая душа. И это зло лучезарно. Это ты не зверг меня в пучину. Прикоснись и сожги меня. Адским пламенем. Да, да. Черная собака вгрызается в меня. Вот зло, что ты творишь со мной. Это ее зубы сверкают. Чертополох и терн колят меня. И это зло, что ты творишь со мной. Это так. Но я спас тебя. Спас меня? Не желаю, чтобы эта невинная глупая душа принесла одну в твою выгоду в жертву другой. Крик отчаяния и ярости. Бог проклинает, дьявол проклят. Отмщение души — вот чего хочет ад. Ты славно потрудилась. Сегодня ты так прекрасна. Твое тело, твоя душа. Твое тело и душа распаляют мою жажду. Дай мне стать богом мести. Дьявол! Да, меня так называют. Жена моя, каково твое желание? Я могу дать тебе все. Чего ты хочешь? Я хочу совершить грех. Какой? Любой грех. Любой. Хороший ответ. Это настоящая ты, Жанна. Только ты властна над своей душой. Представь же, что пережил я.
Время бежало в одинокой глуши. Пришла весна. Неожиданно Жанна обнаружила, что она не одинока, потому что она неотделима от природы. Как ты прекрасна, Жанна. Лжешь. Я должна быть низвергнута в ад. Ад передо мной. Я продала душу дьяволу, и пути назад нет. Я ненавижу свои волосы. Кожа кажется лягушечьей и мерзкой. Ненависть, как темное пламя. Это часть меня, та, которая лжет. Я уже решилась. Я хочу стать женщиной с удивительной силой. Женщиной, внушающей страх. Наверное, то, что я не поступаю так. Я не хочу забывать ни о злобе, ни о ненависти. Злоба, ненависть, жалость — это не грех. Ты становишься все прекраснее, Жанна. Да, как влюбленная женщина. Прекрасной. Ты прекраснее ангела. На первый взгляд, селение расцвело по весне. Теперь крестьянки, такие, какой была Жанна, возвращаются к привычной жизни. Но там, где не видно, черная тень смерти вплотную подошла к селению. Бубонная чума. Каждый, кто заражался инфекцией, умирал.
Я уже развела костер. Кто ты? Я Жанна, заключенная в этом теле дьяволом. Где я? Где же я? Вне мира. Правда? Раз я еще жив, значит, меня сюда дотащили. Я еще помню, что отчаянно пытался выбраться. Ты первая, кого я вижу после смерти. Что ты делаешь? Кормлю тебя лекарством. Лжешь! Это яд. Яд тоже может быть лекарством. Благодаря ему ты дожил до этой секунды. Ты хочешь убить меня? Да ведь ты уже мертв, забыл? Этот человек. Он исцелился от болезни, что творится в этом мире. Усилились голод и мерзкая зараза. Все выжившие голодают. В пещере царствует Сукоба. Она приходит каждую ночь, провоцирует беспорядки. Это грех. Колдовство от лукавого. Люди стали нахальнее. И они добровольно относят еду и вино. Свинья из Сукоба. Эта женщина все еще жива?
Это такой яркий цветок. Выпитый сок цветка помог моей жене безболезненно пережить трудные роды. В то время ей было не до страха. Ах да, Жанна упоминала, что цветки белладонны женщина называет цветами красоты. Я бы хотела, чтобы у нас в семье опять родились дети. Сейчас моя жизнь — сплошные муки. Я пребываю в скорби денно и ношно. Я и Жанна разговаривали. Я согласна понести Божью кару. Так мне предназначено. Но мне не важно, как меня покарают. Сейчас я испытываю несравненно большую боль. Если наша семья будет счастлива, я не пожалею. Какое бы наказание мне не было уготовлено. Я хотела увидеть внука, который погиб на войне. Говорят, Жанна может оживлять мертвых. Когда Жанна выслушала меня, она не смогла сдержать слезы. Потом она предложила мне закурить табак. Она предложила мне выпить вина, похожего на кровь. Явился ли твой умерший внук? Нет. Слышала ли ты его голос? Не слышала. Разве это не обман? Я пала на земь, встала на колени. Я молилась, я плакала. И жар исходил от моего тела. Наверное, мне это приснилось. Во мне заговорила решимость. Я смогла поднять голову и без страха посмотреть вперед. Что же ты увидела? Я увидела ад, бессильно вопивший, жаждущий души моего внука. Так ты довольна? Я просто счастлива. Ужасно. Это преступление против духовности. Это противление воле Божьей. Та женщина. Сожгите ее. Но, как бы там ни было, народ на стороне Жанны. Она уже смогла скрыться от преследования солдатами. Хозяин ли ты в этой стране? Скоро враг покажет свою слабость, тогда и не сдобровать. Предоставьте это мне. Что за беда случилась с тобой, милый коротыш? Хочешь ли ты моих объятий?
Жанна, помнишь ли ты меня? Я ненавижу твоего господина, поэтому ненавижу и тебя тоже. Я тот, кто отнимет у тебя жизнь в скором времени, со дня на день. Так почему ты пришел? Потому что я влюблен в мою госпожу. Так ты пришел убить меня? Жанна, спаси меня. Помоги сбыться моей мечте. Объятия, которых я жажду, объятия моей госпожи. Но я слуга, я робот по натуре. Меня никогда не замечают. Разные натуры. Любой из человеческих ликов угоден Богу. Но если кто посмеет сделать что-либо подобное, это будет преступлением против духовности. Это грех, которому потакает дьявол. Но, даже отдавшись на милость дьявола, я требую права на жизнь. Я знаю. Суккуба, ты отравила меня. Ладно. Позволь мне помочь тебе. Та женщина. Она не подходила к замку так близко, как эпидемия чумы. Но в конце концов колдовство Суккубы вторглось и в замок. Монсеньор, надо использовать любую возможность и как можно скорее. Позовите того человека.
Муж? Жанна, давно не виделись. Ты грустишь, Жан. Жанна, можем ли мы вернуться к тому, что было? Тебе больше незачем этим заниматься. Стань обычной женой крестьянина. Мы снова сможем пережить невзгоды вместе. Жан, прости, что отступился от тебя. Я был бессилен и ничего не смог сделать. Не говори ничего. Я уже забыла все это. Жанна, прошу, вернись со мной. Вернемся в замок. В замок? Господин уже простил твою ошибку. Более того, он одобрил твое содействие. Твою помощь больным, истерзанным людям. Твоя сила может внести вклад в устранение недовольства людей. Ты стала великой женщиной. Веришь ли ты этому, Жан? Господин хочет объединить свои усилия с тобой. Исцелить заразу. Облегчить людскую агонию. Знание такой важности только под властью сеньора сможет вернуть жизнь стране. Господин может послать солдат, чтобы поймать или убить тебя. Но он сказал, что не хочет делать этого. Ты можешь быть в чести у сеньора. Если исполнить его просьбу, он даст нам во владение тихий уголок земли. А если я откажусь? Нас с тобой убьют. Жанна, тебя и меня. Жанна, выслушай меня. Жанна. Жанна, так не пойдет. Если есть возможность сделать счастливыми множество людей, знак Байонга — это самый щедрый дар, который я могу тебе предложить. Пожалуйста, скажи, как использовать ядовитый цветок? Что с тобой? Разве носить знак Байонга недостаточно для тебя? Жанна, тогда я отдам вам самый большой дом в селении. Нет-нет,
Я произведу тебя в знатные дамы. Ты на всю жизнь будешь обеспечена. Жанна, послушай. Ты будешь первой среди всей знати. Теперь я угодил тебе? Правда? Нет. Мне это не нужно. Чего же ты хочешь в этой жизни? Все? Что? Все, что есть в этом мире? Весь мир. Сжечь ее! Сожгите ее на костре!
Озвучено добрым сказочником. По титрам Абдаб. Радость.